Я сделала кардиган из пряжи из петель всего лишь за 5 часов. Я поделилась процессом вязания и спросила, нужна ли такому кардигану обвязка. Многие согласились, что да. Подробный мастер-класс, как вязать такой кардиган, уже есть на моем YouTube-канале. Также ссылку на мастер-класс можно найти в описании к этому видео. Давайте делать обвязку. Мне нужно будет вытянуть новые петли за вот эти боковые стенки края с одной и другой стороны. Тут также я решила скомбинировать цвета, и там, где светлая часть, сделать сиреневую обвязку, там, где сиреневая, светлую. Разрезаю первую петлю, чтобы остался кончик, затем нахожу снизу вот этот уголок и продеваю в него первую петлю. Далее уже буду двигаться по направлению вверх и продевать новые петли за вот эти боковые стенки края. Но для того, чтобы вязание не стягивалось и мой кардиган сильно не укоротился, я решила продевать по 3 петли, не считая первую, раз, два, три, по одной, а затем в четвертую делать прибавку. За вот эту боковую стенку продеваю 2 новые петли. Высота петли боковой стенки больше, чем ширина петли, которую мы продеваем, но с помощью прибавки мы делаем так, чтобы оно получилось примерно одинаково. Дальше продолжаем 3 петли по одной, а в четвертую прибавка. Также обвязка помогает, если вдруг передние части оказались слишком узкие, таким образом их можно сделать пошире. Продолжив продевать таким образом петли, я продела все петли до верха, дойдя до перехода на заднюю часть. На задней части я уже продевала за обе стенки вот этой косички, также чередуя 3 обычные петли, затем прибавка. Дойдя до места, где меняется цвет, я пряжу сиреневого цвета оставляю и беру светлую пряжу. Также разрезаю первую петлю, чтобы остался кончик, и уже продеваю за боковую стенку сиреневого края. И двигаюсь уже по направлению вниз. Также продолжаю продевать 3 петли по одной в четвертую прибавку. Дойдя до низа, также продеваю еще одну петлю в уголочек, а затем все, что нужно мне сделать, это развернуться и начать продевать лицевые петли. Беру новую петлю с рабочей нити и продеваю в имеющуюся открытую петлю. Тут уже без никаких прибавок, просто продеваю по одной петле до места, где нужно менять цвет. Продев все петли светлого цвета, отрезаю рабочую нить, оставляя 2 петли. Затем эти 2 петли разрезаю, чтобы остался кончик. Затем беру сиреневую пряжу, которую оставляла, и продолжаю вязать ей, также делая лицевые петли. И я провязала так все петли до конца. Получается, сделала один ряд. По желанию можно сделать и больше, но мне, думаю, достаточно. Далее сиреневую пряжу также отрезаю, оставляя 2 петли, затем их разрезаю, чтобы остался кончик. Ну а все, что нам осталось, это открытые петли закрыть. Беру и таким образом, продевая одну петлю в другую, закрываю все петли, чтобы получалась у нас такая аккуратная и красивая косичка. Дойдя до места, где у нас переход от одного цвета к другому, просто продолжаем вот так продевать и закрывать петли. Переход получается плавный и симпатичный. Дойдя до второго края, также последние 2 петли продеваем одну в другую и в оставшуюся открытую выводим кончик. На изнанке кончики между собой завязываем и зашиваем. Я результатом довольна, мне кажется, получилось очень симпатично. Давайте примерять. Мне кажется, обвязка действительно была нужна. Теперь кардиган выглядит полностью готовым и даже лучше стал сидеть. А какой вариант больше нравится вам? Думаю, также красиво такой кардиган будет смотреться и в одном цвете.